Началось. Всем привет. Короче, переходим дело к ночи. Поменял сцепление, поменял рабочий цилиндр сцепления. Проблема теперь у меня в центральном цилиндре сцепления. Вот, короче. Оп, та-да! Но это не тот. Это вот артикул, если кому интересно. Это, короче, я слегка ошибся при заказе. Вот, за этот я отдал, по-моему, 2500 рублей, где-то, по-моему, где-то около этого. Вот. Оригинальный, который, по идее, должен стоить 8000 рублей почему-то. Вот. Который есть еще, типа, от другой машины, которая подходит, вроде как, стоит 4000 рублей. Короче, цены вообще, все, у меня вариантов нету. Я хотел, вроде как, его перепродать, этот цилиндр. Перепродавать не буду, сейчас попробую его вмонтировать вместо своего. Короче, надо снять, помимо того, что центральный цилиндр снять, сцепление, плюс еще педаль надо снять целиком. И все. И все будет классно. И в принципе можно вроде как этот цилиндр сюда впендюрить. На что я надеюсь. Но надежда умирает всегда последней. Единственная проблема, короче, к педали это все прикрутить, приколотить, это все можно. К педали. Проблема только остается вот здесь вот со стаканом, потому что он там упирается, получается, может упираться в стакан. Вот в чем дело. Короче, сейчас я разбираю, снимаю вот этот воздухан с мозгами. Вот. В принципе, ничего сложного нету. Так, сейчас свет включу. Свет, ну зеркальце скажи, и всю правду расскажи. Так, короче, получается, и вот он, у нас педальный узел, его, я вот смотрю отсюда, можно скрутить, он на шпильках, что нам очень классно. Соответственно, вот туда можно будет потом вмонтировать. Единственное, пока что непонятно, кстати, хотите пробег? Пробег. 671 281 километр. Все классно. До миллиона осталось недалеко. Единственное, то, что я не помню, это вот сюда подойдет у меня или нет, который втыкается там. Если вход такой же, тогда в принципе проблем нету. Это все смонтируется. Со шлангом тоже проблем нету. Можно, если что, другой шланг поставить. Это не проблема. Проблем здесь не вижу. Короче, погнали разбирать. И все будет классно. Короче, сейчас. Так, короче, дело к ночи. Все пока идет отлично. Замерил сюда, подходит. Со шлангом проблем нет, я уже сказал, шланг можно изгибать. Вот трубку я вытащил уже из цилиндра. Цилиндр вон там вот находится. Здесь заглушил, соответственно, но льется как из ведра. Когда будете скидывать, подготовьте заранее правильный шланг, подобрать нужно. Шланг, по-моему, короче, неважно. Когда прискинете, увидите, какой там толщины выход. И главное заткнуть. Главное, чтобы бачок и чтобы у вас была еще запасная жидкость. Потому что сейчас уже вот сколько тут. Еще успела, да, еще не успела сойти вся жидкость. Как я перекинул, затычку кинул. Так что такая фигня. Короче, без грязи в князи не попадешь. Все, теперь иду, снимаю педальный узел. Прямо целиком, скорее всего, сейчас вместе с педалью вытащу цилиндр. Потому что он пластиковый весь, и внутри, и снаружи. И очень хрупкий у него вот этот шток. У него шток этот тоже пластиковый. Вот здесь металлический. Здесь манжеты. То бишь вот этот цилиндр, если я смонтирую, то я его впоследствии, можно его обслуживать, на нем только менять манжеты. И все. И этот цилиндр, они по большей части, вот эти все цилиндры вечные. Гораздо дольше, у них выработка очень минимальная идет. Там только все в манжетах. Если он потек, разбираешь его легко и просто. Манжеты все поменял. И все. И опять гоняешь. Единственное, что износ будет вот этой вот херни, потому что она пластиковая. И все. Но это, в принципе, можно подобрать что-то откуда-то, найти, прикрутить металлическую. И все. Так, все, продолжаем. Короче... Взяли вот так вот все, распилили. Получается у нас такая картина. Делали дырку. Дырку в заднем проходе бесполезно, короче. Вот, можно и без нее отделаться. Выпилили вот в педальном узеле.
узле, педальном узле такую фигню. Так, как это будет сейчас выглядеть так наяву? Попросим, кто может у нас подержать камеру? Кто-нибудь может подержать камеру? О, наконец-то совершилось чудо. Так, короче, суть в чем? Педаль вот так вот отгибаем. Это я самопальный ограничитель делал. Цилиндр будет заноситься вот так вот. Сначала ставится педаль, заносится, потом цилиндр заносится. Вот так вот, раз, бах, ну сразу со шлангом. И все, и вот так вот он будет стоять. Вот. Но сюда уже сразу надо шланг одеть. Сюда уже трубку мы изогнули. И все, и потом ставим уже, собираем полностью, регулируем его. И будет прижиматься, туда надо сейчас эти прослойки какие-то делать, чтобы притягивали гайки. Или пластинки сейчас изготовим какие-нибудь. Короче, все классно. Делаем из того, что есть. Так, сейчас покажу, как это. Так, это дай-ка. Вот, а так у нас получается. Вот, трубку я уже... Куда я трубку делал-то? А, вот, трубку я уже изогнул. Как раз на заход туда. Вот. И все. В принципе, сейчас ставим шланг. И пробуем тестировать, заносить это непонятное происхождение. Классно. Короче, вот сейчас вот так вот распил сделал. Там еще чуть-чуть доработал, чтобы вот так вот внести. Педаль уже почти стоит. Это покажу, как будет выглядеть. И, короче, у нас еще проблема возникает, чтобы сюда трубку впендюрить. Потому что с этой стороны только можно впендюрить. И получается, скорее всего, мы будем еще откручивать вакуумник. Привытаскивать его. Дайте, отойдите. Камера мотор, ёпта. Работает этот режиссер, блядь. Вот. Чтоб нам отодвинуть, вот там вакуумник получается. Сейчас подсветку. Где тут подсветка? Вот. Чтобы можно было подлезть. И как раз вот там вот можно будет это. Вакуумник нам буквально чуть-чуть надо будет сместить. Привытащить его. Здесь вот получается шланги у нас. Вот. Гибкость у них по идее есть. По идее они должны выдержать этого изгиба. Чтобы мы смогли занести вот эту трубку. И застопорить ее. Короче, в принципе, если что, на будущее я могу вернуть это все в оригинал. Если цилиндры подешевеют, то там просто площадку чуть-чуть подварить педальную, и все, и можно все поставить в оригинал. Так, все, ну что, короче, получается, вакуумник пришлось откручивать, но не до конца. Так, у нас получается вот вакуумник, вот, до конца мы его не можем вытащить. Здесь вот так вот прикручено. Колхоз, дело добровольное. Короче, шток получается прямо четко бьет как положено на педаль. То бишь останется только вот там в салоне вот это накрутить и все. Так, здесь уже эту трубку загнули. Вакуумник вот, чтобы туда можно было подлезть. Вон он, раз. Вон цилиндр. Шланг пока в сторону завели. Короче, батек отгибает. А я сейчас это резиночку поменял еще вот здесь вот. Посадил свежую. Вот. Это раз. И что у нас? У нас останется только решить один вопрос, потому что там вот небольшая, вон видите, если присмотреться, вот там, да, вон там, вон маленькая щель, отверстие. Вот, надо будет это отверстие как-то заделать, чтобы не летело в салон ничего. Все работает. Ну-ка вот выжми сцепление. Раз, все, вот. Сцепление вроде выжимает, ничего не течет, все вроде классно. Сейчас дырочку там заткнем из салона. Вот. Покажу сейчас попозже, как это все будет выглядеть. Сейчас собираю и выезжаем на тест. Я водитель, как там? Водитель-испытателем буду. Если сейчас удачно все передачи... ну до 4 я успею только дощелкаться. Мне хотя бы до 4 дощелкаться и все. Если до 4 передачи быстро разгон, не будет подклинивания, как вот у меня сейчас было, значит, наверное, все будет хорошо. Значит, я по идее до Москвы должен доехать. А если я во вторник вернусь, значит, все хорошо. Не, ну я по-любому вернусь, конечно. Вот, только два варианта. Либо на трассу, либо своим ходом. Все, короче, сейчас будет испытание. Так, завел. Там все, вон заглушку сделали. Вот. Все.
отправляемся на тест. Сейчас тут прокачусь и как раз посмотрим, что получится. Короче, все классно, все отлично. Тест прошел. Передачи щелкаются отлично. Осталось теперь только, если доберусь до Москвы и все так же без изменений останется. Ну, короче, пару дней надо протестить. Если все отлично, то все шикарно. Вот, пожалуйста, еще раз артикул. То бишь, этот цилиндр я могу обслуживать уже. Просто, ну, под этот цилиндр уже продаются манжеты, хренеты и тому подобное. Короче, все классно. Я сейчас доволен. Очень сильно доволен. Все. Всем аривидерчи. До новых встреч. Скоро будет тоже все прикольно.